Всем привет! В этом небольшом ролике поговорим о телефонах Xiaomi, Redmi и Poco, а точнее о приложении «Музыка», о ее встроенном эквалайзере. Также, если вы на своем телефоне либо на компьютере пользуетесь браузером Chrome, то в нем появилась новая функция – определение угроз с помощью искусственного интеллекта. Расскажу, почему эту функцию кому-то лучше отключать, а кому-то оставить включенной. Пойдем по порядку и начнем с приложения «Музыка» на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco. Друзья, смотрите, на моем телефоне Redmi Note 13 Pro Plus приложение «Музыка» давно не обновлялось. Недавно я скачал и установил одно из последних глобальных обновлений этого приложения. Так вот, до этого обновления эквалайзера в этом приложении у меня не было. Также я знаю, что у многих пользователей данный эквалайзер появился уже давно. Но на своем телефоне я его заметил только с этим обновлением. Возможно, я просто давно не обновлял приложение «Музыка», но факт в том, что с этим обновлением данная опция появилась. В общем, когда вы воспроизводите музыку, нажимаете вот сюда, здесь вы можете настраивать различные частоты, добавлять усиление баса, а также иммерсивный звук, то есть акустическое звучание. В наушниках действительно эти опции хорошо работают. Также, если вы впервые смотрите мой канал, напомню, что я показывал, как установить плеер от Samsung на все современные Android телефоны. Такой плеер поддерживает как встроенные, так и сторонние звуковые драйвера. Нужно нажать три точки. Качество звука и звуковые эффекты. Здесь у нас откроется дополнительный эквалайзер. И в одном из своих предыдущих роликов я показывал, как, например, этот эквалайзер заменить на настройки от телефона Asus. По сути говоря, встроенное приложение «Музыка» от Xiaomi использует другой, свой эквалайзер. И в каждом эквалайзере свои алгоритмы. Поэтому звучание может быть разное. Тут дело вкуса. На каждом телефоне нужно это тестировать. Какой плеер и какой эквалайзер лучше. Если что, видео про самсунговский плеер оставлю в описании. Также в описании под видео оставлю обновление на приложение «Музыка», с которым у меня появился эквалайзер. Скачать это обновление вы сможете в моем телеграм-канале. Там я публикую все интересные и полезные файлы. Не забывайте подписываться. И, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, давно ли у вас появился данный эквалайзер в приложении «Музыка» от Xiaomi. Перейдем ко второй части видео. Если вы пользуетесь браузером Chrome на своем телефоне либо на компьютере, вначале покажу, как это выглядит на компьютере либо ноутбуке. В браузере Chrome в верхнем правом углу нажимаем три точки. Внизу настройки, конфиденциальность и безопасность. Еще одна вкладка «Безопасность». Опция «Безопасный просмотр», улучшенная защита. Именно здесь добавилась новая функция – защита в реальном времени от опасных сайтов, разрешений и скачиваемых файлов. Посмотрите, друзья, нажав на данную сноску, если мы развернем описание, здесь будет 8 пунктов, в которых Google нам описывает, что дает данная функция. В одном из таких пунктов нам говорят, чтобы проверять сайты на безопасность, включение данной опции отправляет их URL, то есть адрес сайта, вместе с небольшими абзацами контента страниц и скачиваемых файлов, а также сведения об использовании расширений и информацию о системе на сервера Google. То есть при включении улучшенной защиты одним из условий идет небольшое отслеживание, что вы делаете в интернете. Это отправляется на сервера Google. Поэтому, друзья, я считаю так. Если вы очень сильно дорожите своей безопасностью во время присутствия в интернете, тогда, скорее всего, эту функцию вам можно включить. Но если вы не хотите отслеживания, тогда лучше включить стандартную защиту. Именно так я сделаю у себя. И если вы включили стандартную защиту, тогда вам стоит снять вот эту галочку. Тогда информация о вашем пребывании в интернете не будет отправляться Google. Возможно, какая-то небольшая часть все же отправляется, но по описанию это гораздо меньше, чем с улучшенной защитой. Однозначно. Такая же функция в браузере Chrome есть и на смартфонах. Нажмите три точки, настройки, конфиденциальность и безопасность, ниже безопасный просмотр. Здесь и находится то, что мы только что разобрали. У себя на телефоне я также оставляю стандартную защиту, нажимаю эту сноску и снимаю вот эту галочку. Все то же самое, что и на компьютере. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Либо в нашем чате телеграм-канала Power Device. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.